Штормовой ветер дует на испытательном стенде фирмы Deutsche Windguard, которая разрабатывает оснащение для ветроэлектростанций или, попросту, ветряков. Конструкторы и машиностроители подбирают оптимальную форму и вес лопастей, ищут для них подходящие материалы и краски. Ветряки должны работать при любой погоде более 20 лет, говорит инженер Николас Балареске. Их поверхность должна быть грязеустойчивой, водоустойчивой, износоустойчивой и обладать при этом наименьшим коэффициентом сопротивления воздуху. Чтобы найти наилучшее сочетание этих качеств, необходимо вести интенсивные и комплексные научные изыскания. Эта фирма живет в полном смысле слова благодаря ветру. Даже электричество получает от ветряка, расположенного поблизости. Ветер, похоже, стал спасением и для Бремерхафена. Город, всегда живший за счет порта и судостроительных верфей, в последние годы оказался без работы, поскольку судостроение в Германии стало невыгодным. А сейчас люди и сами верфи оказались востребованными для строительства ветроэлектрических установок. Их фундамент, например, нельзя построить без таких стальных труб весом более 50 тонн. На их изготовление занято более 60 бывших судостроителей, говорит слесарь Кай Пассик. Причем им повезло, эта работа появилась сразу после банкротства их судостроительного завода. К тому же компания сейчас имеет хорошие перспективы. Оборот ее должен в этом году удвоиться и достичь 80 миллионов евро. После ядерной катастрофы на Фукусиме многие в Германии видят спасение именно в ветроэнергетике. В море, на побережье Балтики и Северного моря, как грибы, растут комплексы ветроэнергетических установок, так называемые ветропарки, поясняет Рене Сурма, менеджер по продажам ветроустановок, компания Weserwind. Но доставлять эти грибы к месту их работы можно только по морю. Каждая башня весит 650 тонн. Диаметр ее достигает 30 метров. Такую конструкцию по суше перевести нельзя, поэтому изготовление их прямо в порту, прямо на берегу является перспективным, выгодным и удобным. Из ангаров, где идет сварка и сборка, их можно будет переносить на специально созданные грузовые суда, очень большие, очень широкие, которые в другом месте и к берегу подойти не могут. Однако пока для этих специальных судов акватория порта слишком мала. И для того, чтобы это новое производство осталось в Бремерхафене, необходимо принимать срочные меры, говорит Уве Кьюпель, отвечающий за поиски инвесторов и модернизацию городской инфраструктуры. Бремерхафен планирует построить специальный порт для фирм-строителей ветроэнергетических установок. Оттуда их будут доставлять сразу к месту установки, в море. Максимум через 3 года такой порт должен быть создан. Для этого город ищет сейчас частного инвестора. И город готов внести свою лепту. В развитие отрасли Бремерхафен готов вложить 120 миллионов евро. На первом этапе там найдут работу до 800 человек, но со временем станет еще больше. А в университете Бремерхафена при поддержке фирм-изготовителей началась уже подготовка специалистов самых разных, даже еще не существующих профилей. Как поясняет профессор Хенри Зафферт, профессор Высшей школы Бремерхафена, руководитель отделения морских технологий и ветроэнергетики, чтобы строить ветроустановки, нужно понимать, какой бывает ветер и откуда он дует. Нужно знать аэродинамику, нужно использовать достижения самолетостроения, машиностроения, электроники, измерительной техники, строительных, гидростроительных дисциплин. К тому же все это должно быть выгодным, а значит, нужны экономисты. Фирмы, эксплуатирующие ветряки, нуждаются в специалистах, которых еще нет. Так компания Areva Wind, возводящая эти башни, нуждается в сотнях работников. Примечательно, что в данном случае ветроэнергетикой в Германии занимается французский концерн, владеющий атомными станциями. Хайке Винклер, представитель Areva Wind, не скрывает, что фирма имеет большие планы в Германии. Например, по проекту Боркум-Вест-2 в Северном море будет поставлено 40 установок. Для этого нужны большие финансовые и людские ресурсы. Если действительно будет расти фирма, откроется еще один производственный комплекс в Бремерхафене. От фундамента до лопасти ротора все может производиться в Бремерхафене, а потому город надеется, что ветер будет попутным.